Включая телевизор уютными вечерами, мы с замиранием сердца смотрим, как любимые турецкие актрисы примеряют роскошные свадебные платья и клянутся в вечной любви самым красивым мужчинам Босфора. На экранах в таких абсолютных хитах, как легендарный «Великолепный век» или романтичная «Ранняя пташка», эти ослепительные женщины всегда находят свое выстраданное счастье и живут в полной семейной гармонии. Но, мои дорогие зрители, задумывались ли вы когда-нибудь, какую непомерную цену эти признанные красавицы платят за свой ошеломительный успех, как только гаснут яркие софиты? За пределами съемочных павильонов их реальные судьбы складываются совершенно иначе, напоминая скорее жестокую психологическую драму, чем красивую восточную сказку со счастливым концом. Пока вся страна с упоением обсуждает их многомиллионные рекламные контракты и безупречные выходы на красной дорожке, в стенах своих роскошных стамбульских особняков эти суперзвезды остаются абсолютно одни. Они вынуждены в одиночку переживать крайне болезненные расставания, коварные предательства и громкие конфликты, которые мгновенно становятся главными мишенями для стервятников из бульварной прессы. Я искренне хочу рассказать вам истории 5 невероятно популярных турецких актрис, чьи изломанные личные судьбы доказывают одно весьма горькое правило: даже самая оглушительная слава и всенародное обожание никогда не гарантируют женщине надежного мужского плеча. Казалось бы, имея у своих ног весь мир и многомиллионную армию преданных поклонников, эти роскошные дивы могли бы выбрать абсолютно любого достойного спутника жизни. Однако жестокая реальность приготовила для них такие суровые удары судьбы, от которых оправляться приходится годами, пряча заплаканные глаза за дорогими темными очками. И то, что произошло с самой главной любимицей публики, заставит вас совершенно по-новому взглянуть на ее блистательный образ непокоренной правительницы. Но это было лишь началом череды горьких разочарований, которые навсегда разбили сердце главных красавиц Турции. Вспомните властную Хюррем Султан, которая играючи покорила Великую Османскую империю и безраздельно завладела сердцем султана Сулеймана в легендарном «Великолепном веке». Медведь не танцевать от голода. Откуда ты знаешь про медведя? От соклюмаги. Тюмбюляги. Это поговорка такая. Миллионы женщин по всему миру искренне восхищались ее несгибаемой волей, невероятной женской мудростью и умением добиваться своего любой ценой. Но, мои дорогие зрители, в реальной жизни блистательная Мерьем Узерли оказалась абсолютно беззащитной перед мужским коварством и откровенной подлостью тех, кому она открывала свою душу. В то время как ее экранная героиня вершила исторические судьбы, сама актриса отчаянно и, к сожалению, безуспешно пыталась построить хотя бы хрупкую иллюзию простого семейного уюта. Ее громкие романы, за которыми с замиранием сердца следила вся пресса, раз за разом оборачивались публичными кошмарами и тяжелыми нервными срывами. Один из бывших избранников актрисы пал настолько низко, что цинично распространял ее сугубо личные фотографии, пытаясь растоптать безупречную репутацию звезды из мелочной мужской мести. А другой мужчина, которому Мерьем доверила свою судьбу, просто собрал вещи и трусливо сбежал именно в тот момент, когда она узнала, что носит под сердцем ребенка. Оказаться совершенно одной в ожидании малыша, на пике тяжелейшего эмоционального выгорания, разве такую жестокую расплату заслужила эта роскошная и искренняя женщина? Но этот подлый удар в спину стал лишь началом ее долгого и мучительного пути к внутреннему исцелению. Сегодня 40-летняя звезда принципиально избегает серьезных союзов, надежно пряча свое израненное сердце от новых болезненных разочарований и пустых обещаний. Желтая турецкая пресса то и дело приписывает ей тайные романы с влиятельными миллионерами, однако все эти громкие заголовки так и остаются лишь домыслами папарацци. Единственным спасением и истинным смыслом жизни для Мерьем стало материнство. Она самостоятельно воспитывает 2 прекрасных дочерей, отдавая им всю ту любовь, которую не смогли оценить мужчины. И пока эта сильная женщина в одиночку несет на своих плечах бремя семьи, ее главная экранная соперница тоже проживала за закрытыми дверями настоящую любовную катастрофу. Ирония судьбы порой бывает поистине беспощадной, особенно когда экранное проклятие словно перетекает в реальную жизнь роскошной женщины. Вспомните утонченную и бесконечно страдающую Махидевран Султан из того же феноменального «Великолепного века», которую гениально воплотила на экране неподражаемая Нур Фаттахоглу.
Мои дорогие зрители, кто бы мог подумать, что эта потрясающая брюнетка с пронзительным взглядом в точности повторит печальную участь своей отвергнутой исторической героини. Пока вся Турция рыдала над горькой долей Махидевран, сама Нур раз за разом пыталась склеить вдребезги разбитую чашку собственного брака, проходя через изматывающее расставание и тяжелые душевные терзания. Ее личная жизнь превратилась в настоящую мыльную оперу, за запутанным сюжетом которой с жадностью и неприкрытым любопытством следили все таблоиды Босфора. Ради призрачной иллюзии семейного счастья и спокойствия своей обожаемой дочери эта гордая красавица трижды надевала свадебное платье, причем дважды она произносила клятвы верности одному и тому же человеку, влиятельному бизнесмену Левенту Визираглу. Вы только представьте, сколько женской выдержки и отчаянной надежды требовалось актрисе, чтобы снова и снова возвращаться в опустевший дом, пытаясь возродить давно угасшие чувства. Но, к огромному разочарованию преданных поклонников, даже такие колоссальные жертвы ради сохранения семьи не смогли уберечь этот обреченный союз от окончательного и бесповоротного краха. В конце концов, измученные бесконечными противоречиями супруги приняли неизбежное решение разорвать этот болезненный порочный круг и навсегда разойтись по разным дорогам. Фанатам остается лишь с грустью констатировать пугающее мистическое сходство. Как и великая Махидевран, великолепная Нур отдала всю себя без остатка сложным отношениям, но в итоге оказалась наедине со своим одиночеством. Но если в случае старшего поколения звезд главной причиной разрушенных судеб становились угасшие чувства, то у молодых и дерзких красавиц турецкого экрана появилась совершенно иная проблема. И поверьте, это был лишь первый удар по нашим иллюзиям о красивой любви, ведь настоящая драма развернулась там, где уязвленное мужское эго столкнулось с оглушительным женским успехом. И если зрелые дивы турецкого кинематографа страдали от угасших чувств, то следующее поколение столкнулось с куда более изощренным врагом женского счастья, уязвленным мужским эго. Посмотрите на ослепительную Демет Оздемир, чья искрометная улыбка в романтических хитах «Запах клубники» и «Ранняя пташка» заставляла трепетать миллионы зрительских сердец от Стамбула до Буэнос-Айреса. Кажется, эта роскошная 34-летняя брюнетка просто рождена для того, чтобы купаться во всеобщем обожании и наслаждаться абсолютно безоблачной семейной идиллией. Однако за кулисами ее блестящей карьеры разыгралась настоящая современная трагедия, где искренняя любовь потерпела сокрушительное поражение в неравной битве с чужими комплексами. Мои дорогие зрители, мы все с нескрываемым любопытством наблюдали за ее громкими, но быстротечными романами с самыми завидными партнерами по съемочной площадке, пока однажды она не ответила долгожданным согласием на предложение известного певца Агусхана Коча. Вся страна с огромным воодушевлением следила за их роскошным свадебным торжеством, искренне надеясь, что неугомонная красавица наконец-то нашла свою тихую гавань в объятиях талантливого музыканта. Но этот красивый звездный союз оказался пугающе недолговечным, стремительно обернувшись скандальным расставанием, едкие детали которого до сих пор с аппетитом смакует ненасытная желтая пресса. По самым достоверным закулисным слухам, истинной причиной этого болезненного разрыва стала банальная разрушительная зависть. Феноменальный карьерный взлет Демет создал невыносимое напряжение в семье и оказался совершенно не по зубам тщеславию ее супруга. Не выдержав гнетущей атмосферы в собственном доме, эта потрясающе сильная и независимая женщина сделала свой нелегкий выбор в пользу любимой профессии, навсегда перевернув страницу неудачного брака. Сегодня блистательная актриса делает бескомпромиссную ставку исключительно на работу в новых кассовых проектах, категорически предпочитая скрывать любые намеки на романтику от назойливых объективов папарацци. Она на собственном горьком опыте убедилась, что далеко не каждый избранник способен искренне радоваться триумфу своей спутницы, не пытаясь при этом жестоко подрезать ей крылья. Но это был лишь очередной сокрушительный удар по нашим светлым иллюзиям, ведь следующая героиня моего рассказа зашла в своем глубоком разочаровании еще дальше, сознательно отказавшись от самой веры в мужскую честность. Если Демет пришлось отчаянно бороться с разъедающей завистью избранника, то 30-летняя Бурджу Асберг столкнулась с куда более циничным врагом, откровенной ложью и холодным расчетом. Вы прекрасно помните эту пленительную брюнетку с дерзким характером, которая подарила нам незабываемые эмоции в суперпопулярном хите «Любовь на показ» и трогательной комедии «Дочери Гюнеш».
Мои дорогие зрители, казалось бы, с такой сногсшибательной внешностью и природным обаянием она просто обречена купаться во внимании самых завидных холостяков Турции. Но за этой сияющей, белоснежной улыбкой на красных дорожках скрывается глубоко израненная женщина, чье сердце превратилось в настоящий ледяной бастион, наглухо закрытый от новых фальшивых обещаний. Череда публичных расставаний, каждая из которых пресса безжалостно разбирала на мелкие детали, стала для актрисы не просто тяжелым испытанием, а настоящим крушением веры в мужскую порядочность. В своих немногочисленных и очень откровенных интервью, полных тщательно скрываемой боли, Бурджу с горечью признавалась, что самым страшным грехом в отношениях для нее является лицемерная неискренность. Вы только вслушайтесь в эти пронзительные слова молодой, красивой, невероятно успешной женщины. После пережитых предательств она всерьез задается вопросом, а существует ли вообще настоящая, бескорыстная любовь в этом насквозь фальшивом мире? Эта мысль пронизывает ее сегодня, заставляя избегать любых романтических привязанностей, чтобы не собирать свое разбитое сердце по осколкам снова и снова. Ее выбор – абсолютное, сознательное одиночество, которое, по ее собственным словам, стало для нее единственным надежным убежищем от лживых клятв. Бурджу признается, что на личную жизнь у нее катастрофически не остается ни моральных, ни физических ресурсов, поэтому всю свою нерастраченную энергию она вкладывает исключительно в профессию. И этот ледяной панцирь, в который заковала себя роскошная красавица, вызывает лишь глубокое, искреннее сочувствие к ее непростой судьбе. Но, как бы страшно это ни звучало, даже это было лишь очередным болезненным ударом, ведь следующая история ослепительной звезды окончательно добьет ваши иллюзии о всемогущей красоте, которая якобы спасает от предательства. Если вы наивно полагаете, что ангельская внешность способна стать надежным оберегом от подлого мужского предательства, то просто посмотрите на историю ослепительной Айчи Айшен Туран. Мои дорогие зрители, эта потрясающая 31-летняя красавица с пронзительными голубыми глазами покорила нас своей невероятной искренностью в таких громких хитах, как трогательная «Сказка на острове» и драматичная «Мирьем». Кажется совершенно немыслимым, что женщина с такой безупречной, буквально гипнотизирующей красотой может так сильно страдать от банальных измен и горьких слез разочарования. Однако ее реальная жизнь за кадром оказалась бесконечно далека от тех красивых романтических историй, которые она так виртуозно воплощает перед телевизионными камерами. Как с нескрываемой горечью признается сама актриса, каждая ее отчаянная попытка построить крепкие, доверительные отношения раз за разом разбивалась о глухую стену мужской неверности. Вы только представьте масштаб этой личной драмы. Искренне доверяя своим избранникам всю себя, она в ответ получала лишь жестокие измены и невероятно болезненные расставания, которые буквально выбивали почву из-под ног. Этот порочный круг обмана преследовал ее словно злой рок, заставляя снова и снова проходить через унизительные публичные разрывы под безжалостным прицелом турецкой желтой прессы. Но это был лишь очередной, финальный удар по нежной женской психике, который окончательно разрушил ее хрупкую веру в сказочных принцев. Сегодня невероятно талантливая и обворожительная Айча предпочитает держать свое израненное сердце под самым надежным замком, категорически отказываясь впускать туда новых сомнительных претендентов. Эта сильная девушка сделала абсолютно осознанный выбор в пользу своей стремительно развивающейся карьеры, находя единственное спасение в изматывающих съемочных графиках и бесконечной любви преданных поклонников. И пока именитые режиссеры выстраиваются в длинную очередь, чтобы заполучить эту роскошную голубоглазую диву в свои новые кассовые проекты, сама она предпочитает проводить вечера в звенящем одиночестве, подальше от лживых мужских клятв. И здесь нам с вами остается лишь подвести весьма печальный итог этой череды разбитых звездных судеб. Мои дорогие зрители, глядя на эти 5 изломанных женских судеб, мы с горечью понимаем одну непреложную и очень жестокую истину. Никакие баснословные гонорары, роскошные стамбульские виллы и толпы восторженных поклонников никогда не смогут заменить простого, искреннего и надежного мужского плеча. Эти ослепительные королевы турецких экранов, подарившие нам столько неподдельных эмоций в любимых сериалах, в реальной жизни оказались заложницами собственной феноменальной популярности.
За их безупречными улыбками на красных дорожках скрываются глубокие душевные раны, коварные предательства и пролитые в абсолютном одиночестве слезы, о которых никогда не напишут в глянцевых журналах. И здесь возникает вполне закономерный, но от этого не менее болезненный вопрос к вам, мои проницательные и мудрые зрители. Как вы считаете, почему такие роскошные, успешные и невероятно талантливые женщины раз за разом терпят столь сокрушительные фиаско на личном фронте? Неужели современные мужчины настолько напуганы чужим триумфом, что способны лишь на банальную зависть, циничный обман и трусливое бегство при первых же жизненных трудностях? Обязательно поделитесь своим жизненным опытом и мыслями в комментариях под этим видео, ведь мне безумно интересно узнать именно ваше мнение об этой вопиющей женской несправедливости. Но эти 5 разбитых сердец – лишь малая часть тех грандиозных тайн, которые скрывают тяжелые двери роскошных особняков на живописных берегах Босфора. Впереди нас ждет еще больше шокирующих открытий, громких закулисных интриг и невероятных историй, которые навсегда перевернут ваше привычное представление о турецком шоу-бизнесе. Поэтому смело нажимайте на кнопку подписки, обязательно ставьте лайк этому эмоциональному выпуску и ни в коем случае не пропускайте мои новые видео. Мы обязательно продолжим срывать красивые маски с телевизионных кумиров, чтобы узнать всю горькую правду, которую от нас так тщательно скрывают именитые режиссеры.